Всем халёсин, ребятки, меня зовут Полина, и я очень рада видеть вас в моем новом выпуске моей рубрики Deutsch mit Polina. Спасибо огромное за вашу поддержку моих предыдущих роликов, и если вы новенький здесь, то добро пожаловать, и обязательно посмотрите мои предыдущие два выпуска. Мы уже успели сделать обзор на песню «Sonne» и Deutschland. А в голосовании, которое я устраивала в моих социальных сетях, победила песня Mein Herz brennt. И не будем затягивать, поехали! И да, кавер на Mein Herz brennt у меня тоже есть, обязательно посмотрите, если еще не видели, ссылка появится где-то вот здесь, и поехали теперь точно! Fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Итак, пойдем по порядку. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Это предложение мы переведем как «теперь». Дорогие дети, обратите внимание. Nun – это как бы «теперь», «сейчас». Liebe Kinder – дорогие дети, можно перевести «дорогие детишки». Gebt fein Acht – это повелительное наклонение. У нас здесь глагол. Точнее, даже не глагол, а словосочетание «acht geben». Это означает «обращать внимание». И мы это переведем как «обратите внимание», то есть обращение к детям непосредственно. Слово «fine», по сути, имеет свой собственный перевод, и переводится оно как «прекрасно», «здорово», «славно». В других контекстах это слово можно перевести как вообще просто «тонкий», но в данном случае это слово служит для усиления как бы вот этого словосочетания, то есть «обратите внимание», то есть прям конкретно. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich bin, я, die Stimme, голос, aus dem Kissen, из подушки. Ich habe euch etwas mitgebracht. Итак, я вам что-то принес. Здесь мы видим глагол mitbringen. Его можно перевести как просто принес, либо принес что-то с собой. Etwas mitgebracht. Что-то принес с собой. Habe es aus meiner Brust gerissen. Вырвал это из моей груди. Aus meiner Brust, из моей груди. Gerissen, как бы вырвал. Идем дальше. Mit diesem Herz hab ich die Macht, Одна из моих любимых песен. Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Итак, ребята, mit diesem Herz hab ich die Macht. С этим сердцем у меня есть власть. Mit diesem Herz, с этим сердцем, habe ich die Macht. Habe ich, то есть я имею, у меня есть die Macht, власть. Die Augenlider zu erpressen. Die Augenlider, веки, erpressen, как бы смыкать в данном случае. Ich singe, bis der Tag erwacht. Я пою до тех пор, пока не проснется день. Да, в русском это звучит как-то намного все дольше и сложнее, в немецком просто. Ich singe, bis der Tag erwacht. Я пою bis. Если дословно перевести Ich singe, bis der Tag erwacht, я пою до дня просыпается. Ну, конечно, русский мы переведем «я пою до тех пор, пока не проснется день», потому что частичка bis означает именно вот этот вот период до или до тех пор, пока, вот что-то такое. Ein heller Schein am Firmament. Ein heller Schein, яркое сияние, am Firmament, на небосводе. И вот основная фраза «Mein Herz brennt». Но чтобы сделать перевод более красивым, я предлагаю вот эти две последние фразы соединить как бы в одно. То есть «Ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt». И тогда у нас получится, что ярким сиянием на небосводе горит мое сердце. Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Sie kriechen aus
Sie kommen zu euch in der Nacht. Они приходят к вам ночью. Sie, они, kommen, приходят zu euch, к вам. Но пусть к вам лучше не приходят. Dämonen, Geister, schwarze Feen. Демоны, Гайста, это может быть либо призраки, либо духи, и то будет правильно. Schwarze Feen, черные феи. Sie kriechen aus dem Kellerschacht. Они выползают из подвала. Вообще, слово Kellerschacht это как бы подвальная шахта или что-то такое, но я думаю, что если мы скажем просто подвал, то мы не ошибемся. Und werden unter euer Bettzeug sehen. И будут, глагол werden, это зачастую используется в качестве глагола будущего времени. Они будут unter euer Bettzeug, под ваше одеяло sehen, смотреть, заглядывать. Смотрите, слово Bettzeug в данном случае я бы перевела как одеяло, потому что в русском языке, куда мы еще можем заглядывать? Вообще в немецком языке слово Bettzeug это постельное белье. Мы не скажем, что они будут заглядывать под ваше постельное белье, правильно? Мы скажем просто под одеяло. Так что вот. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Итак, ребята, здесь, по сути, повторяется начало самой песни «Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht». Давайте повторим. Теперь, дорогие дети, обратите внимание. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Я – голос из подушки. Ich habe euch etwas mitgebracht. Я вам кое-что принес. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Ярким сиянием на небосводе горит мое сердце. Sie kommen zu euch in der Nacht und stehlen eure kleinen heißen Tränen. Sie warten, bis der Mond erwacht und drücken sie in meine kalten Venen. Sie kommen zu euch in der Nacht. Они приходят к вам ночью, уже знаем эту строчку, было раньше. Und stehlen eure kleinen heißen Tränen. И stehlen, крадут, eure, ваши, kleinen heißen Tränen. Маленькие, горячие слезы. Tränen, слезы. Kleine und heiße, маленькие, горячие. Sie warten, bis der Mond erwacht. Они ждут, пока не проснется луна. Уже знаем эту частичку bis, то есть до тех пор, пока не проснется луна, und drücken sie in meine kalten Venen. И пускают их в мои холодные вены. Или я бы сказала, пускают их, то есть слезы, по моим холодным венам. Вот такая супер-пупер песня, ребята. Кстати, ребят, вот здесь вот в третьей строчке обратите внимание. Ich hab и апостроф. Ich habe euch etwas mitgebracht. Вообще, правильно сказать ich habe euch etwas mitgebracht. Но немцы часто в разговорной речи, когда это удобно для чего-то там применить, они вот ставят вот эту штучку и таким образом слово все сокращают. Смысл от этого никак не меняется, меняется только то, как оно произносится. Чуть короче, чем обычно. И это не является как бы ошибкой. Вот. Просто такое маленькое замечание, если вдруг где-то увидите. Итак, ребята, если вдруг вы не запомнили какие-то слова, для лучшего запоминания я предлагаю вам пересмотреть ту часть видео, где мы начали с вами переводить слова, потому что сейчас у меня для вас будет маленькое задание, и на экране будут появляться слова, у вас будет 5 секунд, чтобы вспомнить, что это слово обозначает, и таким образом вы сможете проверить свои супер-пупер знания.
на самом деле очень эффективный метод запоминания слов. Обязательно не просто их читать и выписывать, например, там, знаете, как зачастую бывает, вот мы учим слова, мы находим незнакомое слово, выписываем его в тетрадочку, записываем там перевод, да, например, слово common. Записали перевод. Но если мы это слово проговорим прям раз хороших 5-10 и про себя, и вслух, то мы это слово не забудем. Потому что, когда мы слово проговариваем, мы слышим, как оно у нас, а не у человека, который произносит это на экране. Таким образом, вы реально лучше запоминаете. Поэтому, ребята, вам совет, если вы учите немецкий, обязательно проговаривайте те слова, которые вы учите. А еще лучше, это уже чисто из моего опыта исходя, лучше всего запоминать слова в словосочетаниях. То есть не просто вырванные слова из текста. Например, Sie kommen zu euch in der Nacht. Мы уже знаем, что это переводится, да? Они приходят к вам ночью. Из этого мы можем сделать вырезку in der Nacht kommen, то есть приходить ночью. И чем больше вот таких словосочетаний вы запомните, вы сами не поймете, как ваш мозг фокусируется не на отдельных словах, а на словосочетаниях. И таким образом количество незнакомых вам фраз и слов реально будет быстрее вот укладываться в голове. И я это говорю исключительно по своему опыту, потому что мне всегда было проще учить слова, допустим, по предложениям или по фразам. По фразам удобнее, потому что не так много слов, как вот в предложении. Stimme aus dem Kissen, голос из подушки. У вас уже сразу 2 слова, вы эту фразу вот здесь у себя прогнали еще несколько раз, и вы будете знать, что die Stimme aus dem Kissen — это голос из подушки. В общем, просто делюсь, очень эффективный совет лично от меня. Ребята, еще одна очень хорошая новость лично для меня, я надеюсь, что для вас тоже. Многие из вас знают или многие из вас не знают, что я изучаю немецкий на протяжении 18 лет, дважды оставалась в Германии и имею большой опыт, в принципе, работы с немецким языком. И мне просто хочется, чтобы вот этот мой опыт, он вылился во что-то действительно полезное. Спасибо огромное вам за просмотр этих видео, но также я хочу поделиться с вами моей собственной авторской идеей. На данный момент я работаю над моим собственным экспресс-курсом немецкого языка. Я думаю, что целесообразнее всего создать курс для людей, кто никогда не изучал немецкий язык. Это экспресс-курс для новичков. Я пока что не могу дать никакую полную информацию об этом. Я обо всех новостях буду оповещать здесь, либо в моих социальных сетях. Обязательно дайте мне знать в комментариях, для кого актуальна эта тема, кто хотел бы учить немецкий вместе со мной. И это было бы чудесным опытом поделиться с вами моими знаниями в самой доступной форме. Я планирую создавать уроки интересными, без лишней воды, без лишних сложных каких-то слов, объяснений. По факту, что откуда берется, очень наглядно, чтобы вам было все понятно, и чтобы вы могли действительно быстро запоминать информацию и учиться применять ее на практике. Поэтому, ребята, еще раз обязательно напишите в комментариях, для кого эта тема актуальна, и я просто буду знать, сколько нас, кто любит и хочет учить немецкий язык вместе со мной. Заранее благодарю. А теперь переходим к смыслу песни. Песня впервые появилась в 3-м альбоме под названием «Mutter» в 2001 году. Судя по высказываниям самих участников группы «Рамштайн», история ведется от лица какого-то несуществующего чудовища. У него много имен, но он воплощение вот того самого кошмара, которого боялись с детства и которого боятся по сей день. Да, ведь есть такие взрослые, которые до сих пор боятся всяких чудищ, бабаек из подвала и все такое. В клипе используется очень много кошмарных образов. Это и фигурки детей, у которых мешки на голове с различными рисунками. Это и большое количество крови, это и беззвучные крики и все в этом роде. Весь клип, по сути, представляет собой непрекращающуюся ленту вот этих вот самых страшнючих кошмаров. Все мы знаем, что клипы «Рамштайн» известны своей необычностью, порой участники группы любят шокировать зрителей всякими странными, неожиданными кадрами, ну как без этого. Клипы порой можно воспринимать как целую историю, заключенную в несколько минут. Для меня это порой такой мини-фильм, который при каждом новом просмотре открывает тебе какие-то новые сюжетные линии. Знаете, когда вот ты смотришь клип один раз, он у тебя вызывает там одни какие-то эмоции, ощущения, и при каждом повторном просмотре ты открываешь для себя что-то новое. Вот мне это, например, очень нравится. Мне нравятся сюжеты, которые заставляют меня думать. Я не люблю клипы, которые очень простые и смысл которых лежит на поверхности.
Перейдем к интересному факту, ребята. Один из режиссеров клипа, а именно Eugenio Recuenco, был отстранен от работы, потому что в его работе не хватало динамичности. Этот человек в первую очередь фотограф, и участники группы решили, что в его работе не хватает драйва и огня. В итоге Рамштайн, не поставив Recuenco в известность, предложили доснять клип другому режиссеру, а именно Зорану Бихачу, ранее снимавшему такие клипы, как Links 2, 3, 4, Mein Teil и Rosenrot. Я считаю этот жест крайне оскорбительным, потому что, ну как так можно взять другого человека, не сказав тому человеку о том, что они берут другого человека? Уже бы сказали, как есть, и что они хотят работать с другим режиссером. И, конечно же, в первые дни Eugenio был недоволен таким решением. Дело в том, что Рамштайн решили использовать уже отснятый его материал в продолжении Режиссер был крайне недоволен решением Рамштайн использовать уже отснятый им материал для продолжения клипа. И несмотря даже на то, что этот режиссер был привлечен к съемкам в самом начале вообще этого проекта, его имени даже нет в титрах. Несправедливая несправедливость. Однако позднее его версию все же решили показать, и тем самым как бы инцидент был исчерпан. Специально для вас, ребята, я отыскала эту вторую версию клипа, и я считаю, что это тоже очень достойная работа. Да, она другая, но я не считаю, что она хуже, чем официальная версия, которая опубликована на официальном канале на YouTube. Ссылочка будет внизу. Съемки клипа проходили в заброшенном Белиц-Хальштеттен, где лечился молодой Адольф Гитлер. А в клипе важную роль играет модель с очень необычной внешностью, и это Мелани Гайдес. С самого рождения девушка страдает от редкого генетического заболевания, которое существенно отражается на ее облике. Эктодермальная дисплазия влияет сразу на волосы, зубы и ногти. Как рассказывает сама девушка, у нее практически отсутствуют волосы на теле, у нее лишь 3 зуба, и те молочные. Все предыдущие молочные зубы выпали, а новые, к сожалению, не выросли. И не вырастут, скорее всего. Конечно, в детстве девушка подвергалась различного рода нападкам, насмешкам и издевательствам со стороны своих сверстников, и к 16 годам она дошла до глубокой депрессии. К счастью, девушка научилась мириться со своей особенностью и смотреть на мир более позитивно, и ее внешность не помешала ей сделать карьеру модели. Она смогла отыскать фотографов, которые фотографировали людей с не самой стандартной в этом мире внешностью, и она стала весьма популярной актрисой, моделью и, собственно, снялась в одном из самых популярных клипов Рамштайн «Mein Herz brennt». На протяжении всего клипа мы видим детей-сирот, их голова находится в разрисованном мешке. По моему мнению, рисунок на мешке – это как бы обозначение того, какими их видит общество, или такими, какими их хочет видеть общество. Дети в клипе очень запуганные, бесправные, все это показано в совокупности с надвигающимся на них тем самым кошмаром. Воспитательница детского приюта старается защитить детей, саму себя от Тиля, направляя на него оружие, и сначала ее показывают молодой девушкой, затем мы видим ее в более зрелом возрасте, но кошмар все-таки ее поглощает, она падает замертво. На мой взгляд, Тиля Линдеманна в данном клипе можно воспринимать как либо бывшего воспитанника приюта, который пришел ей за что-то отомстить, либо также в клипе есть сцена, где девочка закована в ремни, есть сцена с детьми в низкой клетке, со всеми вот этими причудами, окунание человека в ледяную воду и так далее. То есть Тилю есть как бы за что мстить. Далее уже упомянутая модель Мелани Гайдес, она в кринолине, под которым прячутся дети. Но каркас кринолина своего рода такая сетка или клетка, также не способен защитить детей от кошмара. Далее, к примеру, сцена, где девушка сидит на спинке кровати спящего человека, человек постоянно просыпается от кошмара и затем засыпает и видит новый кошмар. И это та самая повторяющаяся цепочка кошмаров, которые снились в детстве, которые снятся во взрослом возрасте, которые будут сниться вечно. Отчасти красивым можно назвать кадры, где музыкант играет на виолончелях. Мне, в принципе, просто очень нравится виолончель, как по мне, это очень благородный инструмент, и мне нравятся кадры, где музыканты сидят в комнате со свечами, с темными стенами и аккомпанируют всему происходящему. Человек в черной маске – это тот самый ночной кошмар. Дети его боятся, пытаются спастись. Сцена с огнем – это когда в конце из пылающего дома выбираются люди.
На мой взгляд, это уже повзрослевшие те самые дети-сироты, которые наконец-то покидают этот ужасный дом с надеждой на светлое будущее. Также интересный факт. Сцена, где Тиль идет на фоне пламени, это, в общем, настоящий огонь, то есть атмосфера передана крайне реалистично. Дом, вот это место мучений, пыток, его на самом деле подожгли, но, конечно, поедание окровавленного сердца — это вообще эпик, одна из самых странных и загадочных сцен в этом клипе. Одним словом, друзья, я считаю, что клип группы «Рамштайн» — это еще одна шикарная работа как режиссеров, и, конечно же, актерская игра, все это на высоте, ставлю 10 из 10. Вот такой вот у нас получился с вами разбор, ребятки. Я благодарю вас за просмотр, я надеюсь, что из этого видео вы узнали что-нибудь новое, что-нибудь интересненькое, и обязательно дайте мне знать, если эти мои мини-уроки для вас полезны, и тогда я буду знать, что вам такой контент нравится, и постараюсь снимать больше подобных роликов. И да, друзья, маленькое отступление, я буду крайне рада, если вы поддержите мой канал на платформе Boosty. Дело в том, что YouTube отключил монетизацию, моему каналу действительно нужна ваша поддержка. Представьте, что вы подарили мне шоколадку, и таким образом поддержали мой канал, мое творчество и поспособствовали скорейшему выходу видосиков. Ссылки на Boosty я оставлю внизу. Также взамен на вашу поддержку вы получите самые разные бонусы от меня, включая ссылку на все каверы, телеграм-чатик. Также на Boosty вы можете задать мне музыкальный вопрос, прислать свои записи и получить какие-то отдельные советы и рекомендации лично от меня, друзья. Обязательно дайте мне знать, что вы думаете по поводу моего авторского курса по изучению немецкого. И, конечно, друзья, я буду очень рада, если вы поддержите это видео лайком, поделитесь им со своими друзьями, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы вообще ничего не пропустить. И увидимся с вами в следующем видео, ребят. Пока-пока-пока. Всем привет, меня зовут Хассан. Как у вас делишки? Давно не виделись, друзья. Я потихоньку привыкаю к камере, хотя еще немного стесняюсь. У меня, если что, все норм, живу припеваючи, хотя иногда пингвин подбешивает, а я подбешиваю его, но мы все равно друзья. Пингвин он себе на уме, но вообще хороший пацан. Но сейчас не об этом. Теперь я работаю на канале Полины и выбираю комментарии для рубрики комментариев. Мне в кайф, поэтому видеться будем часто. Под последним видео было много хороших комментариев, плохих замечено не было. Может, это потому, что мои глаза стараются не обращать внимания на все плохое. Давайте сфокусируемся на хорошем, в этот раз в лифте не воняло, и в комментариях тоже. Добрых, положительных комментариев было настолько много, что я растерялся и не знал, какие выбрать. Вот топ-3 комментов, которые я выбрал. Но я хочу всем сказать спасибо за то, что вы так высоко цените работу Полины. Я живу с ней и каждый день вижу, как много она трудится. Отблагодарите ее на Boosty, чтобы она не шла работать на обычную работу, а продолжала радовать вас видосиками. Не забудьте написать комментарий под этим видео, чтобы получить шанс попасть в мою рубрику в следующем видео рубрики. Увидимся в новом видео и на стримах. Ваш родной и дорогой Кактус Хассан.